Эта история произошла довольно много лет назад. В течение своей жизни я некоторое время был бездомным, а быть бездомным само по себе страшно. У меня была своя доля страшных моментов, но больше всего мне запомнился случай, когда я укрылся на заброшенной фабрике во время снежной бури. Была зима, и шел сильный снег. Я знал, что надвигается снежная буря, и я также знал, что поблизости находится старая швейная фабрика. Когда я добрался до фабрики, она, как и ожидалось, была в запустении, разрушена вандалами и заброшена. И это было единственное место, где я мог укрыться от снежной бури той ночью. Я нашел вход внутрь, и это было именно то, на что вы ожидали увидеть старую швейную фабрику. Там все еще было много вещей. Письменный стол, швейные машинки, офисы, которые подверглись вандализму. А выше был проход на второй этаж, откуда открывался вид на рабочую зону, который затем вел в кабинет, где, я полагаю, должен был находиться босс. Естественно, я осмотрел фабрику, чтобы убедиться, что там никого нет. И там никого не было. Там был диван, который выглядел достаточно удобным, чтобы я мог лечь на него и поспать всю ночь. Я провел ночь за чтением книги, используя походный фонарь в качестве источника света. Через некоторое время я начал уставать и закрыл глаза. Я укутался так тепло, как только мог, прислушиваясь к резкому холодному ветру, дующему из-за снежной бури снаружи. Позже той ночью я проснулся от грохота. Я встал, включил свой походный фонарь и огляделся. Я никого не видел вокруг. Кто мог издать этот шум? Следующее, что произошло, я услышал громоподобные и медленные шаги, доносящиеся сверху по дорожке. Я был слишком напуган, чтобы что-либо сказать или сделать. Главным образом потому, что на дорожке никого не было. Когда я смотрел туда раньше, несмотря на то, что там никого не было, я все равно слышал шаги. Тяжелые, медленные шаги продолжались до кабинета босса, а затем дверь кабинета захлопнулась. Я был так напуган. Я сижу там, застыв, не зная, что делать. Я хотел встать и уйти с фабрики, но реальность была такова, что я не мог. На улице была снежная буря, и я бы замерз насмерть, если бы покинул фабрику. У меня не было другого выбора, кроме как остаться со своей кошкой. Зима все еще продолжалась. Я сел и не сводил глаз с двери кабинета босса. В какой-то момент я уснул от усталости. Когда я снова проснулся, моей первой мыслью было посмотреть на дверь кабинета. И через дверное окошко увидел темную фигуру, стоящую там и наблюдающую за мной. Я наблюдал за темной фигурой, и мне было страшно. Я встал, собрал свои вещи и со всех ног бросился вон с фабрики. К счастью, должно быть, было около часов утра, потому что шторм утих. Я покинул фабрику и ни разу не оглянулся. По сей день я все еще понятия не имею, чем можно объяснить то, что произошло ночью. И, что хуже всего, почему та темная фигура наблюдала за мной. Пару лет назад мы с моим братом Давидом ехали на север навестить наших родителей. Я помню, в прогнозе был сильный снегопад в метель, и я пытался сказать брату, что, может быть, нам стоит подождать неделю, пока не станет меньше снега, а затем отправиться к нашим родителям. Но мой брат был упрям, так как настаивал на том, что с нами все будет в порядке, даже несмотря на то, что был шанс попасть в снежную бурю. Это был день нашей поездки к родителям, и Дэвид был за рулем. Он не торопился, так как шел снег, и дороги были скользкими. Мы проехали примерно полпути, когда ожидаемая метель обрушилась на нас довольно сильно. Дэвид съехал на обочину и припарковал машину. Я повернулся к нему с самодовольной улыбкой. Он сказал мне, что не хочет ничего слышать. Дэвид хотел подождать, пока утихнет метель. Итак, мы оба сидим в машине, листаем наши телефоны, пытаясь убить время. Прошло число минут.
Я вздрогнул, когда услышал стук в окно. Я выглянул в окно и увидел очень неряшливого, бородатого, грязного мужчину. Он смотрел на меня широко раскрытыми, налитыми кровью глазами. Я приоткрыл окно и спросил мужчину, чего он хочет. Было трудно разобрать, что он говорил из-за ветра, метели и бормотания мужчины. Однако я разобрал, что он просил денег. У нас с братом не было при себе наличных, поэтому я сказал мужчине, что у нас ничего нет для него, и потребовал немедленно уйти, хотя он продолжал бормотать о деньгах после того, как несколько раз вежливо сказал ему, что мы ничем не можем ему помочь. Я поднял стекло и повернулся, чтобы посмотреть на свой телефон. Я видел, как мужчина постоял там несколько мгновений, прежде чем уйти. Я сказал своему брату, что ты можешь быть вежливым и терпеливым только до тех пор, пока тебе не придется опустить ногу. Он кивнул в знак согласия. Когда снежная буря начала утихать, я спросил Дэвида, стоит ли нам продолжать движение. Он сказал «да», но он собирался выйти на улицу отлить, прежде чем мы отправимся в путь. Вскоре после того, как Дэвид вышел из машины, задняя дверь закрылась, не отрываясь от моего телефона. Я сказал, что это было довольно быстро. Я не думал, что что-то было не так в том, что Дэвид сел на заднее сиденье, потому что у нас там была коробка с напитками и закусками внутри. Через несколько секунд я подняла глаза и увидела Дэвида, идущего обратно к машине. Прежде чем у меня появился шанс обернуться, я почувствовала, как сильная рука обхватила мое горло. Я был в панике, изо всех сил стараясь высвободить шею из схватки этого человека. Вскоре после этого Дэвид открыл заднюю пассажирскую дверь и отбился от человека, который пытался меня убить. Мужчина недолго сопротивлялся Дэвиду, прежде чем отбежать подальше от машины. Дэвид спросил, все ли у меня в порядке с дыханием. Я спросил его, кто это был. Дэвид сказал, что он не уверен, но это был похож на человека, который просил деньги ранее. Я сказал, что это определенно был он. Так и должно было быть. Я немного успокоился. Дэвид позвонил в полицию после составления полицейского протокола. Мы продолжили нашу поездку к нашим родителям. Я никогда не забуду, как мне повезло, что Дэвид был там и спас меня, потому что меня бы здесь не было, чтобы рассказать эту историю. Безумно думать, что сделают некоторые люди, когда им представится такая возможность. Меня зовут Ханна, и эта история произошла в 2009 году, когда мне было 7 лет. У нас на заднем дворе был большой сарай. Затем мой папа и дядя превратили его в небольшое игровое пространство для меня. Это было мое любимое место. Там был телевизор, трехместный, большой диван, мини-бильярдный стол, который можно было превратить в еще один стол для мини-тенниса. Пара старых аркадных игр, которые мой дядя дал мне в маленьком холодильнике для холодных напитков летом. Была зима и шел снег. Моя мама сказала мне, что надвигается снежная буря, поэтому она сказала, что приготовит мне горячий шоколад и предложила мне провести время в моем игровом сарае, пока снаружи бушует буря. Я помню, я была одержима Call of Duty Modern Warfare, у меня еще нет нового, но я надеялась, что мои родители подарили его мне на Рождество. После нескольких часов игры я услышала стук в дверь сарая. Я открыла ее. Там стоял мужчина. Мужчина, которого я не знала. Он выглядел так, словно замерзал, стоя на улице в снежную бурю. Он опустился на колени и сказал: «Привет, малышка. Мороз. Можно мне войти?» И я сказал: «Конечно». И я впустила мужчину. Помню, я подумала, что не хотела бы оказаться там в такую холодную метель. В то время мне было всего 7, и я не видела никакой опасности. Он сказал мне, что его зовут Эрик, и он казался очень дружелюбным и задавал вопросы обо мне и о том, что мне нравится. Я сказала ему, что люблю видеоигры, и он спросил меня об играх в моей постройке и о том, какие игры мне нравятся. Я сказала ему, что моя любимая игра – Call of Duty. Эрик сказал мне, что у него в машине есть новая Call of Duty, и он спросил меня, не хочу ли я в нее поиграть. Естественно, я сказала «да». Я сказала Эрику, что у меня нет пальто на случай снежной бури, и я попрошу пальто у мамы. Он остановил меня.
Он сказал, что я могу надеть его пальто. Я спросила, не будет ли ему холодно, и он сказал, что с ним все будет в порядке. Затем Эрик завернул меня в свое пальто и, взяв за руку, вывел из тени к своей машине. Я помню, что от пальто пахло дерьмом и мерзким запахом тела. Когда мы добрались до его старой коричневой машины, он открыл дверцу, огляделся и сказал мне, что оставил игру у себя дома. Он сказал, чтобы я поехала с ним, и он ненадолго, так как его дом был не очень далеко. Я не была уверена, стоит ли садиться в его машину, но Эрик убедил меня. Я не хотела оставаться на холоде ни секунды. Я помню, как, сев в машину Эрика, он начал движение. Он стал очень нервным и взволнованным, еще больше из-за того, что его машина не заводилась. Чем больше машина не заводилась, тем более взволнованным он становился. Он начал злиться. И вот тогда я начала бояться. И мне захотелось вернуться внутрь. Следующее, что произошло, было то, что Эрик вытолкнул меня из машины, прежде чем, наконец, завести свою машину, и он умчался. Мой дядя подбежал ко мне, подхватил меня на руки и отнес обратно в дом. Трудно вспомнить, что произошло дальше. Все, что я помню, это как мой дядя и родители разговаривали в панике, как будто они ссорились. Когда я стала старше, я вспомнила эту историю. Я пыталась поговорить об этом со своими родителями, но они никогда не хотели. Я поговорила со своим дядей, и он рассказал мне, что видел в тот день. Он сказал мне, что видел меня в машине с незнакомцем. И это был тот странный человек, который выглядел так, словно ему не терпелось убежать. И мой дядя понял, что что-то не так. Именно тогда он побежал к машине. Мой дядя также подумал, что Эрик, если это было его настоящее имя, увидел моего дядю и запаниковал. И именно поэтому он вытолкнул меня из машины, прежде чем скрыться. У этой истории был бы гораздо более мрачный конец, если бы мой дядя не увидел меня и не был там, чтобы спасти.